Привет, друзья! Это Гэмблерки и наш гость сегодня – чай с лимоном. Как алкоголь влияет на игру в казино? Какие жизненные обстоятельства подтолкнули его в карьере в гэмблинге? Почему не сумел вывести выигрыш X20 тысяч? Об этом и не только прямо сейчас. A few moments later. И второй подарок от DJ Wilda за лучший вопрос в чате, лучшее сообщение, либо можешь оставить себе. Мне кажется, лучший вопрос, ты что? А какой лучший вопрос был, надо вспомнить. Можем пролистать, по-моему, есть функция пролистать чат. Так, листаю чат, ребяшки, лучший вопрос. Это порядочно будет, ребятушки? Порядочно будет своему другу отдать? Я думаю, что порядочно. Своему другу отдать приз. Мне понравился комментарий «Чай с лимоном». Я ему приз хочу. Он человек, как говорят, деревенский, сельский, хороший. Ему этот приз пригодится. А что за приз? Камушки, короче, твои, вот эти, которые вы мне прислали, это просто бомба. Я раньше такого не видел, кстати. Вот эти камни. Мне интересно. Прикольно. Ага. Короче, это камни, их охлаждаешь в морозилке и в вискарь кидаешь, и вместо льда они не растворяются. Я себе давно такое хотела, но решила подарить тебе. Ой, спасибо. Спасибо. Очень приятно было. Первый мой такой подарок от кого-то пришел. Ну, посылочка от кого-то. Очень приятно было. Кстати, сейчас стрим был. Минут 20-30 назад я закончил. И в начале стрима мы его распаковывали, смотрели. Алло, привет, Паша. Видно, слышно? Привет, да. Очень рада тебя Видно, видеть. слышно. Спасибо, что согласился пообщаться. Думаю, Пожалуйста. будет очень интересно. По крайней мере, я на это рассчитываю. Итак, я предлагаю начать с самого нетривиального, неожиданного вопроса, который тебе никогда, я уверена, не задавали. Мы будем первыми. Ты уже, думаю, догадываешься, о чем я. Почему Не чай особо. с лимоном? Почему чай? Да задают каждый стрим. На каждом стриме. Я хочу облегчить всем этим людям задачу, чтобы ты вот рассказал, все узнали и закончим с этим. Хорошо. Смотри. Сам ник «Чай с лимоном» я придумал, не знаю, в 2009, наверное, году или в 2010, не помню. Играл в игру Lineage 2. Придумал ник себе «Чай с лимоном». Просто сидел и думал, что ж придумать, какой же ник придумать. Создал себе персонажа с рыжими волосами. И как раз пил чай, думаю, так и напишу «Чай с лимоном», и все. А под казино тематику, думаю, неплохо зайдет чай типа с миллионом. Ну, что-то в этом роде. Думаю, так и оставлю. Чай с лимоном, почему бы и нет. Прикольно, необычно и бросается сразу, запоминается. Я думаю, как-то так. Да, довольно оригинально. Таких съедобных никнеймов я что-то особо не припоминаю. Ну да, в основном все Луда и в этом духе. Ты выгодно выделяешься. Ты взял какое-то пивко, либо что-нибудь вкусненькое, чтобы пообщаться с нами? Я недели 2 уже пил и решил сегодня уже, отдохнуть от этого. Мы были на рыбалке 3 дня. Потом сразу же после рыбалки я поехал на море еще на 3 дня. Ну и неделю где-то я просто пил. И думаю, как бы уже хватит, наверное, сегодня. Сегодня надо отдохнуть, попью минералочки просто. Поэтому сегодня без ничего, на сухую. Отлично. Для контраста, после того, как ты ведешь стримы на пивке, посмотрим, какая будет разница. Как раз хотела об этом и спросить. Стримы у тебя довольно длительные, в принципе. Если все это время попивать какое-то пивко, либо что-то такое, ты все равно хмелеешь, как бы там ни было. Да. Как это влияет на сам процесс игры? Ну смотри, я не часто пью на стримах. Раньше пил часто, потому что... Ну как часто? Когда захотелось, тогда и пил. Потому что как-то... Расслаблялся, было спокойно, общался с аудиторией, не напрягался, и просто кайфовал так. Я сижу, пью, играю в казино, и бывало даже иногда забывал, что там стрим идет, просто играешь в казино и как бы получаешь удовольствие. В последнее время меня просят частенько, чтобы я взял что-нибудь на стрим, выпил, посидел с выпивкой, но я, не знаю, давно не пил. Я лучше выключу стрим и выпью без стрима. Выпить я люблю. Так что как-то так. Есть разница между тем, как ты играешь с алкоголем и без алкоголя? Разница там в эмоциях, в ставках, в ощущении самой игры? Наверное, есть. Наверное, есть разница именно
когда ты начинаешь с чатом общаться, выпивший, ты, ну вот читаешь чат, и ты забываешь вообще про игру. Ты только успеваешь там слоты менять, ты не обращаешь внимания на игру. И как бы это плохо, потому что надо следить за балансом, следить за ставками. И ты больше рискуешь, когда ты пьяный. Ты где-то можешь там купить бонус дорогую, там, или на последние деньги там по большой ставке пойти куда-то. А когда ты трезвый, такое тоже бывает, но гораздо реже. Скорее То всего, ну, есть, смелости придает, риска придает алкоголь. Как-то так. только хотела сказать, то есть с алкоголем ты смелеешь и больше веришь в свои Да, и не силы, так только в сказать. казино, так сказать. У тебя есть работа в миру, так сказать, вне гамблы? Была. В общем, смотри, как было. А, Я работал на заводе на погрузчике. На погрузчике работал. В общем, у меня родилась тройня. И, Поздравляю. ну, это, да, ему уже сейчас почти 4 года, там 3,7, по-моему. В общем, родилась тройня. Я ушел в отпуск, в декрет, так скажем, да. Только после того, как им 1,5 года исполнилось, я ушел неоплачиваемый отпуск. И я просто у меня, я рассказывал это уже. В общем, что-то хотел быстро сказать, забыл. Ушел в неоплачиваемый отпуск и сидел и думал, как бы заработать денег так, чтобы сидеть дома с детьми, потому что жена одна, у нас 4 детей, она не справляется с ними, постоянно я на работе, она одна с 4, и думал, надо найти такую работу, чтобы сидеть дома и какие-то деньги, хотя бы, ну, мелочь какую-то там 10-10-20 получать, надо что-то такое найти. И у нас было отложено там что-то 30 или 40, по-моему, с женой. Я говорю, давай попробуем стримы запустить. Ну, давай я попробую. Я стримеров давно смотрю, уже лет 5, наверное. Говорю, давай я попробую стримы запустить. Все равно играем нет-нет в казино. И Она тоже с играет. телефона. Ну да, но сейчас уже нет, а раньше так, ну там 300 рублей закинет, 500 рублей закинет, там 1000 поднимет, выиграет и довольны. И, в общем, попробовал я запустить стримы с телефона. У меня не было ни компьютера, ничего. Поставил телефон, закинул денег в казино, скачал программу для стримов и начал стримить потихоньку. Не было зрителей. Неделю, наверное. Вообще не было никаких зрителей. Там 1-2 человека. И я начал писать, просить помощи у стримеров, ну, которых я давно знаю. То есть не общаюсь с ними, а просто смотрю давно. Попросил, ну, репост у Назара, стримера такого. Макс Назаров, попросил у него репост. В общем, он не отвечал 2 дня, по-моему. Потом я как-то лег спать, просыпаюсь, смотрю, у меня пошли на телефоне подписочки. Я думаю, нихера, там человек 150 подписалось сразу. Я думаю, ни хрена себе, что происходит? Потом смотрю, Назар на стриме прокинул ссылочку типа на мой канал, и у себя в телеге я прокинул ссылочку на мой канал. В общем, пошли подписки. Я запустил стрим, человек 20-30 пришло, я обрадовался. И, в общем, ну так, чуть по чуть начал развиваться. Вот, и думал, если я до конца отпуска сделаю, ну, себе какую-то заработок с партнерок, тогда я не вернусь на работу. Если не сделаю, то вернусь на работу обратно. И вот как-то так получилось, что, ну, начало получаться, и я уволился с работы и сижу дома. Теперь помогаю с детьми и, короче, кайфую. Вот. Просто я рад, что я уволился и теперь могу сидеть с детьми и помогать жене. Слушай, ну замечательно, ты занимаешься любимым делом, помогаешь жене, проводишь время с детьми. Да, Звучит это идеально. просто красота. То есть, по сути, Да. основной твой доход это и является гамбла на данный момент. Да, только гамбла. Слушай, ну круто. И сколько тебе понадобилось времени, чтобы выйти на окупаемость полную? Месяцев 8. Это было что-то. У меня не было денег на стрим, деньги закончились, надо было стримить, не было денег на стрим. Мы где-то занимали, где-то что-то как-то получалось. Последние деньги вкладывал в стримы, просто последние у нас, ну, не было денег вообще, 0. Я тратил все на стримы, как-то тратил, и в итоге потом как-то начали общаться с Шамилем Шпономаревым, сейчас Шпономаревым. Начали с ним общаться, он мне там чуть тоже помог, ну как чуть, он мне хорошо помог, как раз когда мне надо было выходить на работу в декабре.
23 декабря. Он мне позвонил, там предложил поработать с ним. Мы с ним поработали, у меня все наладилось еще лучше, и я точно решил, что уволюсь и буду, ну, в общем, оставаться в гэмбле стримером. Шамиль помог тебе финансово, ты имеешь в виду? Ну, как можно сказать, мы работали с ним вместе. Мгм. То есть я стримил его партнерку. И можно так, я не знаю, можно говорить. Стримил его партнерку. Он мне давал денег, я стримил его партнерку. Я развил этим канал себе хорошо. Плюс еще там доходы какие-то, выигрыши. Ну, короче, очень сильно помог. На тот момент я прям загорелся конкретно. Думаю, ну, я уже думал возвращаться на работу, и он мне позвонил и предложил. Я обрадовался. В общем, все получилось, и я рад. Спасибо Шамилю. Были ли какие-то такие предложения странные, от которых ты отказывался, необычные? От казино? Мгм. Там много было таких. Ты имеешь в виду, предлагали ли там фантики или еще что-нибудь такое? Фантики, либо какие-то странные форматы взаимодействия, странные отношения? Было. Было такого много. Фантиков предлагали много. Предлагали несколько, ну, это тоже можно назвать фантиками. Они предлагают тебе две партнерки. Одна твоя, ты регаешься под нее сам, под партнерку со 100% возвратом средств. То есть, если ты проиграл, тебе 100% вернули. Но если выиграл, вывести не можешь. Ну, это считай фантики, те же самые. Ну, а такого особого больше ничего вспомнить не могу. Ну, фантиков предлагали там куча, это обычное дело. Просто начислить тебе на счет, чтобы ты играл, и вывести ничего не можешь, и как бы качаешь партнерку. А как ты относишься к тому, когда молодые стримеры используют вот такие способы продвижения, чтобы поднять канал? Да мне все равно, это их дело. Как бы, главное, как их зрители к этому относятся. То есть, если они считают это нормальным, пусть смотрят. Ну, он делает шоу. Если он об этом говорит, он делает шоу, и люди его смотрят, им нравится. Это решение, короче, зрителей, людей. То есть, мне все равно, кто чем крутит, кто как крутит, абсолютно без разницы. Ну вот, а что бы ты посоветовал таким начинающим ребятам? Стоит ли в это влезать? Ну, не знаю, надо еще понимать, как ты к этому хочешь подойти. Ты хочешь стабильно заниматься этим каждый день, качать партнерки. Сейчас, подожди. Если ты хочешь стабильно заниматься, качать партнерки, ты должен понимать, что у тебя должны быть куча денег, вот прям на месяц там, если ты по 5000 депозитишь, ну там, не знаю, 1200 хотя бы у тебя на месяц, но тебе надо на полгода где-то, на полгода каждый день стримить, на полгода вперед, чтобы был какой-то начальный профиль, чтобы тебе там начали казино что-то предлагать, фантики брать, ну не знаю. Просто потом это узнается, и если ты об этом не говоришь, если ты говоришь, что я играю на свои деньги, а крутишь на фантики, то зрители потом просто уйдут от тебя, и все. Ты обосрешься, грубо говоря. Так что, это дело такое. Советую просто иметь большой запас денег и все, и стримить. Мне кажется, это отличный совет в любой сфере жизни, человеку абсолютно любому. Иметь большой запас денег – это всегда классный совет. Просто если если у тебя мало денег, если у тебя нету, и ты думаешь, что ты за 3, за 4 стрима, там, за 10 стримов качнешь партнерку и будешь миллионером, нет, такого не будет. Я за полгода с партнерок вывел 200 евро. За полгода. Это первые полгода твоей работы. Да, первые полгода я просто вливал туда бабки. Я стримил на выигрыше, либо где-то занимал, либо где-то брал. С партнерок я не выводил ничего полгода. Ну, ты прям верил в себя. Я бы за полгода, пожалуй, потеряла бы какую-то уверенность в том, что это принесет профит. Ну, есть люди, которые понимают, как работает реклама, там, как работают, допустим, арбитражники. Арбитражники есть, я знаю одного, который пришел в стримеры, арбитражник. И вот он развивается прям неплохо. У него там, он стримит меньше меня, он стримит, не знаю сколько, месяца 3-4, может полгода он стримит, и у него там онлайны по 700, по 800 доходят уже, прям конкретно. Он знает, разбирается, как-то розыгрыши, постоянные викторины, и люди к нему тянутся на стримы.
Короче, я не знаю, как это объяснить. Если ты именно знаешь, как это все работает, то ты быстро разовьешься. Хотя тоже сейчас в основном все старые казино, они уже забиты рефералами. Так что надо брать либо какие-то новые, чтобы хорошо стартануть, начать, либо топить старые, но очень долго. Вот Как-то ты так. упоминал, что ты общаешься с, я знаю, Сережей DJ Wild, который, собственно, и подарил тебе этот подарок Да. от Gambler Key, о котором мы уже говорили. Вот с Аленой Пироженкой ты общаешься, с Шамилем уже мы услышали. Вот с этим парнем, о котором ты только что говорил, это кто? Удалось. Удалось. И кто еще вот у тебя в инфополе именно в Гамбле? Так, да, надо просто, знаешь, не забыть сейчас, чтобы никто не обиделся. Много. У нас куча людей, которые общаются. Это Неженка, Пироженка, Дед и Внук, Женя Твинкл, Удачник, Саня. Блин, вот сейчас забуду кого-то и обидеться потом. Лудалось. Блин, зачем я начал перечислять? Ну, в общем, много людей, много стримеров, с которыми мы общаемся, много стримеров, с которыми мы общались, они уже прекратили стримить. Давно не стримят, не получается, они пошли на обычную работу, говорят, мне так лучше. Ну, в общем, это тут надо только терпение и деньги. Куча стримеров, которые побросали. Мне много-много стримеров пишут, начинающих. Помоги, подскажи, что к чему, что как. Я всем раньше помогал, досконально объяснял, как там делать теги, как там выставлять это все, настраивать, OBS. Ну, все, в общем, объяснял. 2 дня человек стримит, все, говорит, у меня деньги кончились. Ну, я говорю, молодец. Вот я свое время потратил на тебя, а ты 2 дня постримил, и все. И вот таких людей штук 8, наверное, 10 было, которые стримят 2 дня, неделю, там 2 недели постримят, и все, больше, ну, не стримят. Деньги кончились. Просто они думают, вот понимаешь, я тоже раньше думал, начинаешь стримить, сейчас там бах-бах, партнерочка миллион принесет мне, и потом буду хорошо стримить. Ага, так не получается. Кстати, я забыл спросить, а курить можно у вас? Можно, конечно. На Ютубе Всё, можно снова. курить. Ты после Твича так побаиваешься, да? Там же нельзя не материться толком, ни сигареты, ни алкоголь. Нет. У меня есть Twitch, я стримлю на Твиче, я курю, матерюсь, запрещенные слова там говорю, но меня пока не забанили. Я не знаю почему. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, я стрим подключаю просто так, лишь бы было, короче. Мне он не особо интересен, просто там человек 20-30 народу сидит, а какой 10 человек там сидит народу. И я и курю, матерюсь, пью, запрещенные слова говорю, и все равно меня не банят. Ну, пока не банят, пусть не банят. Мне на Twitch, ну, все равно, есть он или нет. Его на самом деле даже найти почти невозможно. Я когда готовилась к интервью, твой YouTube, как бы все знают, раскрученные люди, аудитория, Twitch. Я думала, честно говоря, тебя либо заблочили, либо ты как-то подписан иначе, я его даже не нашла. У меня через цифру 4 написано по-английски «Чай с лимоном». Ага. Ну, это, конечно, хорошо вот, влияет на поисковую выдачу. Я знаю, что он есть у тебя, ты на стримах об этом говоришь, но найти мне не удалось. Ну, просто людям некоторым удобнее смотреть с Твича, некоторые привыкли, там как-то, не знаю, качество, говорят, лучше, красивее, удобнее. Ну, запускаю стрим, кому хочется, они сидят на Твиче. Но в основном у меня YouTube. Я про Твич вообще забыл. Я забыл, что там нельзя курить на Твиче, а я стримлю уже сколько, больше года, 1,5 года где-то на Твиче, и все время это курю, пью и матерюсь, и не банят Твич. Я вообще про него забыл, что он у меня существует так. Просто через рестрим у меня сразу и Twitch, и YouTube подключен, я запускаю трансляцию, и там автоматом на Твиче запускается. Ты планируешь какие-то коллабы с другими стримерами? У меня было много коллаб, на самом деле. Планирую? Да нет, не особо. Может быть, если с какими-то знакомыми, там, друзьями, там, из стримеров, мы можем в любой момент запустить просто, вот как мы с Васей Васьком. Вася Васьков точно еще стример. Вот как мы ночью, он мне пишет, говорит, давай поиграем. Я говорю, давай. Говорит, запускай стрим, давай у тебя посидели, поиграли. Это, ну, если со знакомыми, то, в принципе, в любой момент мы можем подключиться с Жекой Твинком, там, без проблем. А чтобы именно планировать именно с кем-то, нет, такого нет. А вот есть люди, с которыми бы ты категорически не стал совместный стрим проводить, даже если они предложат?
Не знаю даже. Наверное, есть. Наверное, есть. По-любому есть, но я сейчас тебе сразу не скажу. Есть новеньких много стримеров. И вот в прошлый месяц и позапрошлый мне писали, наверное, за деньги, ну, типа, постримить с ними. Очень много. Человек, наверное, 5-6 новеньких стримеров мне писали, давай сделаем совместку. Я говорю, я не могу так. Ну, я тебя не знаю, о чем мы будем там разговаривать. Там даже за деньги я, ну, не могу. Просто, ну, как? Как, о чем? Ладно, мы с тобой были бы знакомы, там, посидеть, пивка попить, постримить, да. А так, такое себе, не знаю. А ты играешь по чуйке, либо вот по какому-то своему внутреннему графику, который ты для себя составляешь? Либо чисто интуиция? По чуйке, скорее всего. По чуйке, по... Может, какие-то новые слоты выходят, там хочется зайти, посмотреть, проверить. Либо из чата какие-то советы там иногда. Только не слушайте их, ребята, никогда. Чаты, советы, это такое. Короче, скорее всего, по чуйке. По чуйке. Просто захотел там этот слот туда-сюда. Или захотел поиграть. Вот бывает, сидишь, и вот тебе вот прям хочется что-то. Вот у меня было такое много раз. Хочется играть, допустим, в Razor Shark. Почему-то вот думаешь, вот сейчас надо играть в Razor Shark. И заходишь, играешь, и там ловишь там X1000. Думаешь, вот эта чуечка сработала. И оно как-то в голове откладывается потом, наверное. И ты когда... тоже у тебя такой момент, какой-то слот хочется зайти по чуйке поиграть, ты заходишь и там, ну, проигрываешь все деньги, думаешь, ну не фартануло. Какой у тебя был максимальный занос? Ой, это самая больная тема моя. Шамиль постоянно меня подкалывает с этим. Так, сейчас водички налью, можно секундочку. Ага. В общем, это было новое казино, ну, в которое я решил поиграть. Я взял бонус на первый депозит 150%. Я сделал депозит 5000, и бонусных средств 7500 было. Я свои деньги проиграл, свои 5000. Думаю, надо играть на бонусные. Ну, отмывать вагер, там был вейджер X60, по-моему, огромный. Думаю, 7500, и сразу по большой ставке начал, чтобы, ну, да-да, нет-нет, типа, ну, отмою, выиграю что-то, отмою. Вот. И начал играть по большой ставке. Ну, как бы большой, посредненько такой. Занес X1000 сначала в одном слоте там по 40 рублей, по-моему, 40 тысяч. И пошел покупать бонуски в слот от Blueprint Dragonfall. Это как баночки такой, слотец. В общем, по 20 рублей я начал покупать там бонуски. Покупал. И в итоге мне выпадает X20 тысяч. Это 400 тысяч по 20 рублей, короче. Почти полмиллиона. Ну, короче, на балансе у меня 500 000. Слушай, ну с 20 рублей. Ого. Да, это X20, это огромный X. Шамиль до сих пор такой не поймал. Короче, ловлю этот X. И потом понимаю, что с бонусных средств можно вывести X1. То есть я отмываю Wager X60, и вывести я могу только 7500. Из 500 000 я вывожу только 7500. Вот X огромный, и у меня причем это было несколько раз. Один раз 7500, а другой раз 10 тысяч, тоже были бонусные. Я открутил тоже 500 000 и вывести 10 тысяч только можно. Короче, кэш-аут от бонуса X1 был. Это было очень обидно. Что ты чувствовал в этот момент? Я сначала, мне сказали, что можно вывести X10. Ну, в чате пишут там, вывод X10, ну, 75 тысяч можно вывести. Было обидно. Думаю, 500 000 вывести только 75 тысяч можно. Да я не знаю, я не помню это состояние. Ну, я просто смотрел на экран, сыпятся деньги, 500 000 первый раз. Я смотрел, просто вот так за голову взялся, думаю, только 75 тысяч можно вывести. А потом оказывается, что не 75, а 7500. Ну, это, не знаю, как это объяснить, очень плохое состояние было. Такое неприятное. И потом где-то через недельку я опять выигрываю 500 000 на бонусные деньги. В общем, там был бонус на первый депозит. Ой, не на первый депозит. Понедельничный бонус 50%. Я депнул 20 тысяч. 10 тысяч, ну 20 тысяч свои проиграл. Это как бы не липкий бонус. То есть ты можешь его и не отыгрывать, а удалить. Если, допустим, выиграл на реальные средства, удалил тот бонус. В общем, 20 тысяч я свои проиграл, 10 с десятки поднял там до 600 тысяч, по-моему, рублей, отмыл лагерь и вывел 10 тысяч опять через неделю. У меня таких случаев было, ну, штуки 3, наверное, точно.
И это я просто, просто когда бонусные деньги, ты как-то, ну, рискуешь. Они, ну, ты думаешь, бонусные и бонусные. Ты на них больше рискуешь, ты не жалеешь, ты думаешь, ну, повезет, отмоется, не повезет. А на реальные деньги ты как бы аккуратно играешь. Ты думаешь, ну, надо ж стрим растянуть, там еще поиграть и еще что-то. И вдруг там сейчас ты по 800 рублей не будешь играть, там, когда у тебя депозит 10 тысяч. По 800 рублей за удар. Пока, конечно, я не могу себе такого позволить. Но вот она бонусные могу. Бонусные там, я могу в Space зайти по 800. Это было как раз вот, когда я выиграл 600 тысяч. В Space поднял, потом пошел еще где-то поднял по большой ставке. Ой, короче, неприятные ситуации, Ты но сделал из нее запоминающиеся. какие-то выводы? А что тут сделаешь? Ну, тут не, ну какие выводы? Хочешь отыграть, ну, ты просто я не знал, что X1 кэшаут. Если бы я знал это, то есть я бы не расстроился. Я бы знал, что я смогу вывести только 7500. Мне просто надо отмыть вагер и все. А когда ты об этом не знаешь, сделал, знаешь, какой вывод? Если ты в каком-то казино начинаешь играть, то ты всегда спрашиваешь, потому что не везде там написано, какие кэшауты, в описании, там в правилах не всегда написано. Я всегда в чат захожу, спрашиваю, какой кэшаут, сколько можно вывести, сколько отыграть с этого бонуса, потому что, ну, обидно, конечно, обидно. В общем, теперь спрашиваю в новом казино, допустим, сколько можно вывести, чтобы не было обидно. Готовишься посерьезнее после этого. Ну да. Должен ли стример быть лудоманом? Да, да, должен быть. Ну, как лудоманому. Ему должно нравиться играть. То есть это не просто должен быть какой-то бизнес-проект, где его посадили, и он крутит, не понимает, что происходит. Выиграл, проиграл, он встал, пошел, ему все равно. Нет. Зрители должны видеть эмоции, должны видеть, они же чувствуют это все, видят, как ты переживаешь, как ты радуешься, когда выигрываешь, как ты переживаешь, когда проигрываешь. Это ж все живые эмоции. И зритель должен видеть это. Если у тебя этого нету, то у тебя и зрителей не будет. Им просто не понравится такой контент. Вот, я думаю, как-то так. А ведь есть же стримеры, которые очень сдержанно, спокойно реагируют без особых каких-то проявлений эмоций. Эмоции есть. Есть. И очень популярные есть стримеры такие. Но не знаю. Если из популярных, то просто он... Допустим, этот стример начал очень давно стримить, и эмоции там все равно чувствуются. Или сам человек харизматичен, и зрителям нравится, как он реагирует, как он шутит, как он что-то еще делает. То есть просто харизма в человеке. И зрителям приятно смотреть, пообщаться просто, не знаю. Возможно ли добиться успеха в стриминге гэмблы, если ты особо не любишь играть? Ну, так тебе, индифферентно. Наверное, можно. Наверное, возможно. Да, скорее всего, возможно. Почему нет? Ну, смотря какой человек, как он к этому подходит, как он относится к стримам, если он хочет чего-то добиться, если он стримит там по 8 часов в день, по 10 часов в день там он стримит, или утром и вечером он стримит сутками постоянно, то в любом случае зрители будут, и успех, но я не знаю, что такое успех. Я пока еще об этом не думал, не знаю, что это такое, что именно успешный стример. Давай вместе подумаем. Вот как бы ты охарактеризовал успешного стримера? Что у него? Какой-то онлайн определенный или какие-то депы крупные? Что это? Ну да, это онлайн, допустим, успешный стример, он, я знаю, можно назвать его, скорее всего, это успешный стример. Когда он может себе позволить стримить в месяц один раз или два раза, ну, с депами по 2 миллиона, там, депозит у него 2 миллиона, и ему не обязательно стримить. Он просто уже, ну, добился, то есть того, что ему хватает два раза в месяц запустить стримы, у него куча онлайна, и у него много денег. Я думаю, это успешный стример. Да, Не хочешь его назвать? Лудожоп? Я думаю, ну, очевидно. Ну, и успешный, конечно, Витус. То есть ты привязываешь все-таки успех к финансовой составляющей?
Ну, тут два разных человека, допустим, если сравнивать. К финансовой, да, и я думаю, что у Лудожопа он как-то морально удовлетворен, не знаю. Ну, я думаю, что он, если может позволить себе стримить всего 2 раза в месяц, там, или вообще не стримить, и когда он приходит и включает стрим, у него там 5000, там 7000 онлайна, я думаю, ему все равно просто. Ему все равно на эти стримы. Он захотел поиграть, он запустил стрим, и как-то удовлетворение у него какое-то от этого. Не обязательно финансовое. Ну, не только финансовое. Финансовое тоже, конечно, но я думаю, что он просто может поехать там порыбачить, и может неделю там на рыбалке находиться, приехать там один стрим сделать, и все. Как-то моральное и финансовое, скорее всего, удовлетворение такое. А какие цели вот у тебя стоят в гамбле? Чего ты хочешь? По пунктам. Нету. Может, какие-то есть где-то в голове, но вот так вот прям расписать их я не могу тебе сейчас. Оно, ну, бывает, хочется чего-то одного, потом происходит какой-то момент, и уже этого не хочется, хочется как-то по-другому. Сначала хочется онлайн, там, потом хочется по партнеркам, потом хочется просто, чтобы деньги были. Именно каких-то целей определенных нету, мне хочется получать, ну, единственная цель — получать удовольствие от игры, получать с этого доход, ну, и быть спокойным как-то в себе, ну, что у тебя все хорошо. Я думаю, это тоже зависит именно, ну, от гамблы. То есть, ну, от того, чем я занимаюсь, можно сказать так. У самурая нет цели, есть только путь. Да, да. Есть только путь. Я на твоих стримах отметила, что ты очень часто катаешь в Динополис. Вот у тебя Да. просто нет Ну, это стрима, последние стримы там. на котором ты... Это твой И любимый сегодня слот? Мне нравятся такие слоты непонятные немножко. Вот мне частенько, я просто верю в такие слоты, вижу какой-то потенциал там, что можно поймать огромный X. Это из ЕЛК, ну, там куча слотов от ЕЛК, в которые я прям верил. В итоге оказалось, что там, ну вот, допустим, Нитрополис, там еще Cluster Slide, по-моему, которые, я думал, что могут дать огромный X, но из всех моих знакомых стримеров, там, из всех знакомых людей, никто, допустим, вот Twink Jack, он покупал там 1002 бонусок, наверное, подряд. 1002 бонусок он купил. В итоге больше x1000 он не словил в Cluster Slide. В Нитрополисе за все время никто не видел, в первом Нитрополисе, за все время никто не видел больше x2000, допустим. А я думал, что эти слоты могут. И вот в Динополис я точно так же верю, что он может там дать огромный какой-то X. Я там ловил... Я первый раз в него зашел, поймал x1000. Потом второй раз зашел, еще раз x1000 поймал. И третий раз. Ну, и в третий раз тоже x1000. Ну, не сразу, но через какое-то время тоже x1000 словил. 3 раза в Динополисе. Захожу к Шамилю на стрим. Говорю, ну, зайди в Динополис поиграй. Он заходит, крутит. И на последних деньгах, по-моему, по 1500 ловит x1000. 1,5 миллиона. Тоже в Динополисе. Ну, не знаю, какой-то слот такой, он и приятный как-то, и хочется от него увидеть огромный X. Победить его хочется. Какие еще слоты ты любишь, кроме этого? Есть слоты, которые люблю и ненавижу. Это такие, как от ЕЛК Тропикул. Вот сегодня я там слил все деньги на стриме. Это ты с Восковым, когда стримил? И с Васьковым, там... да, и с Васьковым мы там сливаем. Мы сливаем там постоянно. Но он у себя иногда заносит там хорошие суммы, заносит там x1000, x2000. Я смотрю на это, ну думаю, ну должен же он мне... И причем, когда он только вышел, этот Тропикул, я там заносил раза 2 x1000. 2 раза, по-моему, там ловил x1000. И все так же веришь в этот слот, хочешь от него увидеть огромный x, но опять же там... x2500, по-моему, я видел максимальный занос в нем. И хочется отдачу какую-то получить. Ты уже залил туда кучу денег, и хочется посмотреть на какую-то отдачу. Там, хотя бы x1000. Если он даст там x1000, x2000, все, я туда больше не зайду. В этот Нитрополис. Ой, в Тропикул. И в Нитрополис тоже.
То есть, в принципе, X2000 и тебе достаточно, ты успокоишься. Да, я верну какую-то часть своих денег и скажу все, спасибо. Я увидел, и теперь я больше туда не хочу. Вот так вот будет. Ну, то есть ты сторонник все-таки больше каких-то новых революционных механик, не по классике. Да, да, я обожаю эти. Я люблю, мне нравится увидеть что-то, ну, что-то необычное. Вот, допустим, сейчас тоже вышел от Push Gaming новый слот недавно. Не помню, как он называется. Вот там интересная механика, сундучки внутри собираются, они умножение дают, как баночки, типа, и складываются там. Вот, я тоже верю в этот слот, но я сегодня у него не играл, без стрима я в него там выигрывал, может, там x200, x300 максимально. Но надо будет его прожать хорошенько, попробовать оттуда тоже что-то забрать. Просто там у меня было хорошее умножение, но они не сыграли. Там баночки по x16, по x18, но они ни разу не сыграли. Если бы сыграли, это было огромный занос. Так что, да, мне нравятся новые механики, новые слоты. И интересно просто смотреть и ждать. Хочется первым быть, кто, ну, первым, кто занесет в этот слот, короче, когда новые слоты выходят. Пожелай что-нибудь нашим зрителям, которые будут смотреть этот выпуск. Пожелать денег, здоровья, денег могу пожелать. Не замазывайтесь. Хотел бы сказать, что не играйте в казино, но это дело такое. У каждого свой выбор, как говорится. В принципе, все. Спасибо тебе большое за то, что уделил нам время. Спасибо за откровенность. Пожалуйста. Буду Пожалуйста, следить за зовите тобой еще. на твоих стримах. Да, Желаю тебе сделать смотрю. Динополис. Пока я не припомню что-то, чтобы он хорошо так выдавал, как в него вкладывают. Да, будем стараться добиваться. Удачи тебе, спасибо. Вам Пока-пока. спасибо. Пока. Не забудьте подписаться на канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира гэмблинга.